Активизация российских ДРГ, вероятность прямого столкновения Ирана и США и зачем российские самолеты бомбят Белгородскую область. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Переговоры между Украиной и Россией возможны уже в этом году. Грузинский премьер и глава правящей партии поменяются местами. Причем тут Иванишвили? Америка будет мстить за своих погибших солдат после обстрела базы в Иордании. Прошлой ночью мы потеряли 3 храбрых солдат в результате нападения на одну из наших баз. И я прошу минуту молчания. И мы ответим: да благословит вас всех Господь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, писать комментарии под нашими видео и не забывайте подписываться на канал. Пока вы все это делаете, начнем. Вечером в понедельник крупные и не очень крупные украинские и не только украинские медиа и не совсем медиа начали писать об отставке украинского главнокомандующего Валерия Залужного. Информацию официально не подтверждал никто, и все ссылались на свои собственные источники. Одним из первых об этом написал в своем Facebook экс-народный депутат Борислав Береза, но в офисе президента через некоторое время сказали, что ни в коем случае президент не увольнял Залужного. Тогда что это было вообще? Российские ДРГ активизировались в приграничных регионах Украины, а если быть точным, именно в Сумской области. Такую важную особенность заметили в пограничной службе. К сожалению, ситуация довольно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по территории Украины. В общем, только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов. Больше всего таких попыток пересечь границу фиксируется по Сумскому направлению, но также есть активность и по Харьковщине. Менее активные вражеские ДРГ за последний период фиксируются именно по Черниговской области. Более того, эти ДРГ – угрозы не только военным, но и мирным жителям. Уже несколько нападений на гражданских фиксировали на Сумщине. Накануне российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла брата с сестрой, которые жили в селе Андреевка в 5-километровой приграничной зоне. Участились случаи, об этом было уже много заявлений, что участились случаи захода ДРГ, но это не очень далеко на нашу территорию. Но ДРГ, они так и заходят, там 3-5 километров. Ну, есть специалисты, которые могут зайти дальше, но тогда, скорее всего, их там поймают и вычислят. Было предложение выехать людям пока хотя бы на время как минимум с 5-10 километров если такое расстояние до границы с Россией или с Беларусью. Но диверсия — это было убийство брата и сестры людей, а вот основное все-таки действие, это, я думаю, на сегодня это разведывательное действие, проверить, насколько там укреплены позиции, все, что делает разведка. Поэтому ожидать на 100% наступления именно с Черниговской, Сумской или даже Киевской области пока нет признаков того, что они готовят это наступление, потому что там нет необходимого количества живой силы. Переговоры между Россией и Украиной состоятся в этом году, потому что обе стороны истощены войной. Так считает бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе. Так что у них будут самолеты F-16, поставляемые Западом. Надеюсь, наш Конгресс добьется своего в плане продолжения помощи Украине. Европейцы, безусловно, делают это, и если военная помощь будет продолжаться, если эти F-16 попадут на поле боя, я думаю, что Украина будет иметь довольно хороший баланс. К этому добавилось большое количество материалов, поступающих из Северной Кореи. Таким образом, обе стороны сталкиваются с проблемами в своих военных запасах, но у обеих сторон есть внешние источники. Если сложить все это вместе, думаю, что к концу этого года, возможно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров. Генерал считает, что у Украины после выхода из зимнего периода может появиться преимущество перед Россией. Быстрого принятия в Евросоюз не будет, говорит вице-спикер Европарламента. Сначала Украина должна выполнить все требования. Пусть Украина сначала выполнит все требования, уничтожит коррупцию, а затем расширим Евросоюз. Однако ускоренной евроинтеграции не будет. Этьен также выступает против председательства Венгрии в Евросовете, так как там нарушают верховенство права.
Канцлер Германии призывает партнеров увеличить объем помощи Украине. Федеральное правительство выделило более 7 миллиардов евро для Киева в бюджете на 2024 год. По словам канцлера, это более половины взносов других европейских государств. Я бы хотел, чтобы мы в Европе говорили о том, как каждый может увеличить и расширить свой вклад. Не может быть, чтобы Германия имела такую большую долю. То есть канцлер Германии призывает страны-партнеры сравняться в количестве помощи. А в это время Германия готовится к обороне. К примеру, компания Rheinmetall строит новый завод в Германии в короткие сроки, чтобы закрыть потребности в боеприпасах и создать стратегическую безопасность для Бундесвера. Об этом говорит генеральный директор Rheinmetall. Российские самолеты снова обстреляли свою территорию и снова случайно. 2 авиабомбы ФАБ-250 совершенно случайно сорвались с самолета и упали в Белгородской области. Одна из них приземлилась в хуторе Постников Карачанского района, вторую нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Никто не пострадал, но в последнем случае власти решили эвакуировать около 150 жителей, дома которых располагаются в радиусе 500 метров от места падения. Авиабомбы обезвредили, но такие ситуации становятся уже закономерностями. Этот раз как минимум 8-й. Предыдущее падение было 21 января, тогда авиабомба упала на дамбу. Грузинский премьер-министр и глава правящей партии поменяются местами. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили станет председателем правящей партии «Грузинская мечта», а Ираклий Кабахидзе станет премьером. Практически путинско-медведевская рокировка, но вся сложность в том, что на пост главы партии претендует также и сын грузинского олигарха Иванишвили. 3 американских военнослужащих погибли и десятки могут быть ранены в результате атаки беспилотника на американские войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании возле сирийской границы. Что я могу сказать определенно, так это то, что удары, нанесенные по американским военнослужащим, представляют собой фундаментальные изменения в правилах ведения боевых действий. Это первый случай, когда погибли американские военнослужащие, и это абсолютно точно не будет чем-то, к чему администрация или Пентагон отнесутся легкомысленно. Это потребует ответных действий. Станет ли это переломным моментом для гораздо более масштабной эскалации, конечно, будет зависеть от характера этого ответа. Очевидно, что администрация и в некоторой степени Иран медленно наращивают эскалацию, стараясь, честно говоря, не допустить тотальной войны. Отреагировать на этот обстрел пообещал и президент Соединенных Штатов, который возложил ответственность за нападение на поддерживаемые Ираном группировки. Это стало первым ударом по американским войскам, который привел к потерям. Прошлой ночью мы потеряли 3 храбрых солдат в результате нападения на одну из наших баз. И я прошу минуту молчания. И мы ответим: да благословит вас всех Господь. Некоторые члены Конгресса призывают наносить удары непосредственно по Ирану, удары в ответ. Но это определенно приведет к большой эскалации, потому Пентагон вряд ли пойдет на такие шаги. Иран отрицает, к слову, свою причастность к нападению и считает такие заявления необоснованными. Группы сопротивления в регионе не подчиняются приказам Исламской Республики Иран в своих решениях и действиях. Хотя Исламская Республика Иран не приветствует развитие конфликта в регионе, она не вмешивается в решение групп сопротивления о том, как поддержать палестинскую нацию или защитить себя и свой народ от любой агрессии и оккупации. Повторение необоснованных обвинений против Ирана – это проекция и заговор тех, кто видит свои интересы в том, чтобы втянуть Америку в новую битву в регионе и подстрекать ее к расширению и эскалации кризиса, чтобы скрыть свои проблемы. Первый тур президентских выборов в Финляндии прошел, обозначив 2 кандидатов, которые идут дальше. Ведь никто из них не набрал более 50%. Это Александр Стуб и Пекка Хависта. Интересно, что взгляды на внешнюю политику у кандидатов, если отличаются, то незначительно. То, что мы наблюдаем сейчас, это рост числа различных видов конфликтов. Россия нападает на Украину, Хамас нападает на Израиль, а Израиль отвечает.
Мы видим, как возникают локальные и региональные конфликты. И одна из ключевых задач следующего президента Финляндии – работать, насколько он или она сможет. Я полагаю, что в нашем случае это уже он. Мы должны будем работать над мирным посредничеством. Я сам смог договориться о мире во время войны в Грузии в 2008 году. Пека сам провел много мирных переговоров. И я думаю, что профиль Финляндии и следующего президента должен быть связан с мирными переговорами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, нужна любая ваша реакция, это важно нам, это важно Ютубу, который понимает, что это видео можно показать большему количеству людей. И это важно вам, ведь так наше сообщество расширяется. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.